Рада приветствовать на своем канале, посвященном лепке полимерных цветов. Сегодня я покажу, как собрать букетик. Все цветочки выполнены вручную из холодного фарфора. У меня будет букет в бело-зеленых тонах. Основным компонентом являются белые розы. В качестве дополнения выбраны маленькие цветочки, миниатюрная гортензия и зелененькие ягодки. Также в букетике будет присутствовать один цветок бело-зеленого пиона и маленькие свежие весенние листики. Итак, для начала подготовим маленькие цветочки к сборке. Соберем их в соцветие по 3 штучки и скрепим между собой при помощи тейп-ленты. Расправляем цветочки. Берем светлую тейп-ленту. У меня тейп-лента 0,5 мм ширины. Наматываем ее на пальчик. Слегка растягиваем для удобства работы, так она становится более клейкой. Начинаем сматывать наши цветочки по 3 штучки. Накручиваем тейп-ленту под углом 45 градусов. Собираем, отрываем лишнюю ленту. Таких соцветий нам понадобится 3, чтобы собрать мини-соцветия. У живой гортензии довольно крупные соцветия с большим количеством цветочков, но нам для букета такие большие не понадобятся. Поэтому я собираю небольшие соцветия по 3 веточки. Также скрепляю их между собой при помощи тейп-ленты. Сами цветочки у меня выполнены на проволоке небольшой длины, около 4-5 см, поэтому я увеличиваю эту длину при помощи проволоки более толстого диаметра. Здесь у меня проволока использована друт стальная 0,8. Делаю это для того, чтобы мы могли собрать все наши цветы в букет и скрепить проволочки между собой. Так, сделаем таких заготовок несколько. Теперь соберем ягодки, также при помощи тейп-ленты. Я собирала разные пучки от 3 до 8 ягодок. Собираем пучки такого размера, как нам необходимо по задумке. В данном случае у меня композиция букетика была уже продумана заранее, но иногда этот процесс может быть довольно творческим, мы можем что-то менять по ходу. Вообще, конечно, сборка букета — это очень интригующий момент, один из самых таких приятных и волнительных процессов лепки. Когда все элементы, которые мы долго вылепливали лепесточек за лепесточком вручную, наконец готовы, и мы можем вскоре увидеть, что же получится. Так, смотали ягодную веточку. Так, теперь мы эти заготовки немножко подтонируем. Я специально делаю это перед сборкой, чтобы увидеть общую картину, чтобы все цвета в букете сочетались. Для тонировки можно использовать либо сухую пастель, натертую лезвием, мелкий порошок, либо готовые порошковые красители. Я использую пищевые красители, несколько розовых и красных оттенков смешала между собой. Не все полностью цветочки мы тонируем, где-то оставляем их нетронутыми, где-то лепесточки сильнее подтонируем, сделаем их красными. Наношу такой краситель при помощи большой и мягкой пушистой кисти. С ее помощью можно очень равномерно распределить цвет. Также важно брать небольшое количество. Лучше постепенно добавлять яркость оттенку. Таким образом затонируем все веточки и также ягодки. Подрумяним им бочок, чтобы они были слегка спелые. Такими нехитрыми движениями мы заставим эти элементы заиграть, сделаем их более живыми. Так. Продолжаем работать кисточкой до тех пор, пока результат нас не устроит. Вот уже ягодки подрумянились. Можно приступать к самой сборке. Начинаем сборку мы всегда с самых крупных элементов. В моем случае это пион. Да, сажать мы будем ее вот в такую круглую белую вазочку небольшую. В моем случае самыми крупными элементами являются пион и раскрытые розы. Я начинаю эту композицию сборку с 3 основных элементов. Самых больших из имеющихся. Они будут основой букета. Отступим от основания
3-4 сантиметра. Придадим изгиб проволочки, у меня около 45 градусов, чтобы в центре можно было совместить все проволочки, надежно их зафиксировать. Цветочки я размещаю не слишком плотно друг к другу, так как между ними будет потом добавляться другие элементы меньшего размера. И, конечно же, я все скрепляю при помощи тейп-ленты, чтобы не пришлось потом держать руками, чтобы не сбить композицию. Соединяем первые элементы, поправляем их, чтобы они были под одним углом, ровно располагались. Так, теперь выберем центральный элемент. У меня также это будет розочка. Это может быть какой-то любой по вашему замыслу. Так, это будет самая верхняя точка. Поправляем все элементы. Закрепляем. У меня форма букета выбрана круглая. Некая такая полусфера. К этому я и буду стремиться. Приматываем тейп-лентой. И теперь примеряем по размеру вазы. Верно ли выбран диаметр и какая нужна высота стеблей. У меня проволока взята чуть длиннее с запасом. Сейчас лишние отрезки проволоки нужно будет откусить при помощи кусачек. Я замерила необходимую длину и убираю излишки проволоки. Можно было бы изогнуть эти кончики, но гораздо удобнее их отрезать и не мучиться, потому что дальше мы будем приматывать все новые и новые элементы. Откусываем проволоку. Продолжаем сборку, добавляем другие элементы. Маленькие цветочки. Процесса этого бояться не нужно. Он очень интересный, приятный. Если нам что-то не понравится, мы всегда сможем переиграть, отмотать. То есть тейп-лента — это не сживление намертво. Мы всегда можем его открутить. Я специально приматываю не слишком прочно эти первые элементы, чтобы всегда была возможность выдернуть нужный элемент, если мы захотим немножко изменить. Также у нас до места скрутки есть 3-4 сантиметра. То есть мы можем проволочки подвинуть, какие-то потом элементы немножко изменить положение. Все это не критично. Так, стараемся не оставить напоследок крупные детали, закрепить их пораньше, чтобы потом при помощи маленьких соцветий можно было закрыть оставшиеся промежутки. У меня по задумке в букете не должно быть каких-то пробелов, дыр. Также я использую маленькие веточки зеленых листиков. Мне нравится, как они торчат. Делают композицию не такой плоской. В раскладке элементов я не соблюдаю какую-то прям четкую, строгую симметрию. Так, мне кажется, букет выглядит немного живее. Он у нас получается несимметричный, потому что пиончик в нем всего один. Я стараюсь только соблюдать общую форму полусферы. Верхняя часть букета вот уже практически готова. Я добавляю последние нижние элементы, которые у нас будут свисать вниз. Все скрепляю. Конечно же, излишки проволоки нужно будет откусывать. Они нам ни к чему. Скрепляем тейп-лентой. Букетик практически готов. Можно примерить его к вазочке, посмотреть, как будет смотреться. Добавляем последние листики. Если у вас какие-то элементы останутся лишние, в этом ничего страшного нету. Оставить можно их на потом. Не обязательно все, что у вас есть, запихивать в букет. Смотрите по композиции. Мне нравится, когда снизу есть немного зелени, ягод, веточек. Это всегда смотрится хорошо. Вот уже он почти готов. Сейчас мы будем его сажать. Да, кстати, по вазочке я потом сниму отдельный небольшой, ну как не мастер-класс, а даже небольшой видео отчет, что ли, как делать такие вазы.
потому что я их окрашиваю вручную. Сейчас я покажу вам, как можно закрепить композицию при помощи обыкновенного гипса. Гипс я покупаю самый простой в строительном магазине. Развожу его с водой обычной, чистой. Гипс я стараюсь разводить чуть гуще, чем этого требуется по инструкции. Ориентируюсь я всегда пропорции не по количеству воды и смеси, а по густоте получаемой массы. Потому что хоть производитель и пишет, но это количество может варьироваться. Я добавляю постепенно массу, вымешиваю до консистенции густой сметаны. То есть если бы мы такой смесью заливали какую-то форму, нам нужно было получить четкий отпечаток, форму, то мы бы сделали ее чуть жиже, так бы она лучше заполнила форму. Но в нашем случае я преследую цель, чтобы гипс побыстрее схватился, поэтому делаю вот таким вот, можно видеть, густым, пастообразным. Нужно очень аккуратно переложить гипс в вазу, чтобы ее не испачкать. Так. Выливаем все, что у нас есть. Вазочку можно заполнить приблизительно на 2/3. Прям под завязку не нужно заливать. Теперь наш подготовленный букет. Внизу у него проволока. Сажаем этой проволокой в гипс. Песточек опал. Сажаем в гипс. Проволока должна зафиксирована быть и застынет в таком положении. Остывает довольно быстро. Можно полюбоваться результатом. Вот такой получился весенний, свежий, нежный бело-зеленый букетик. Ну вот и все на сегодня. До скорой встречи! А чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на мой канал.